Приветствую вас, дорогие, на канале Ева Оракул Таро. С вами Ева. И сегодня у нас с вами будет разбор, как вы уже поняли по названию, у нас будет сегодня Мать Тереза. И вы знаете, интересно, что вышла, во-первых, на нее, посмотрите, колода Арнуво, карта Сила. И сразу же, знаете, из потока такое идет мне, вот, может быть, у кого-то было, кто поймет, тот поймет. У кого была такая бабушка, которая без устали могла что-то делать, постоянно заботиться о вас, все время быть рядом, и вы чувствовали какое-то постоянно от нее, с одной стороны, какое-то напряжение, а с другой стороны, невероятную заботу и мягкость самопожертвования. У нее такая вот энергия идет от Мать Терезы, как только я о ней подумала. То есть, такая, с одной стороны, какая-то очень мягкая, очень заботящаяся энергия, но в то же время какая-то вот такая твердость, стержень, какая жесткость какая-то идет, понимаете? Вот я когда помню, что мы смотрели уже принцессу Диану, каких-то других героев, там была такая вот мягкость, то здесь была какая-то, знаете, неутомимый какой-то стержень, именно, знаете, вот даже вот на грани каких-то таких вот, знаете, немножко жестковатых таких энергий. Это на самом деле очень интересно, мы сегодня разберем. Я никогда не смотрела этого человека, поэтому для меня это будет новый впервые разбор. Давайте смотреть, какие же сильные стороны у нашего героя. Полное имя, к сожалению, я ее не выговорю. Я знаю, что она родилась не под этим именем. Вот. Но, кстати, тоже любопытно, где я решила записать этот расклад. Во-первых, такое состояние у меня лично, да, то есть почему-то именно сегодня, когда я в таком было настроении, состоянии, в определенном таком ресурсе, у меня была именно вот она вышла мне как герой. Потому что состояние, знаете, такое слегка такое уставшее, очень много дел, такая, знаете, загруженность очень высокая, и концентрация очень высокая. И вот почему-то вот на эту энергию пришла именно она. Такая, знаете, вот она такая вот трудоголик. Вы знаете, кто вспомнит своих бабушек, которые, они никогда вот там не ныли, никогда не пожаловались. Ты видел, что у них внутри накапливается напряжение или усталость, и им самим непросто, но они будут о тебе заботиться. Вот такая вот мне энергия идет, знаете, такой вот бабушки вот из нашего советского детства, кто понял, да? Ну, все равно, понимаете, как бы там ни было, человек, конечно, она же не канонизирована, да, то есть она, святая, католическая церковь ее призвала святой, да, то есть у нее есть Нобелевская премия мира, да, то есть это человек, который, конечно, с огромнейшим сердцем, то есть вы знаете, вот я же говорю, почему мне вот такая бабушка приходит, знаете, вот или ты в деревню приезжаешь, вот почему-то мне приходится перевести это на наш язык, чтобы мы поняли, да, то есть ты приезжаешь там к бабушке, она там и то сделала, и то сделала, и то сделала, ты видишь, какая она уставшая, но она все равно делается, и трудится, и тебе поднесет, и тебе что-то там приготовит, и тебе что-то сделает. То есть огромное, то есть сердце, огромная неутомимость. То есть у нее настолько вот у нее, ей было важно, чтобы всем было, чтобы позаботиться о ближних, чтобы всем было хорошо, что это просто, я даже не могу это описать. Вот это не из разряда, что у меня большое сердце. Это бы как будто бы я вижу всех, понимаете? Я вижу эмоции всех, я вижу вообще всех, и меня это не оставляет равнодушным, понимаете? То есть это не какая-то такая вот любовь к всем, какая-то, знаете, такая вот там через музыку, через творчество или просто через слова, а это, знаете, без... Ну, конечно же, карта умеренности на нее вышла, понимаете, которая была и на колоде. Я вот думала, что же сейчас выйдет следующая карта на нее, понимаете? Огромное ощущение видеть тех, кого не видят другие, объять необъятное и их заметить, потому что как будто бы та пустота и боль, которая в нее внутри была, или какие-то эмоции, которые она сама переживала, ей это было настолько понятно и невозможно, очень тяжело переносить, возможно, и в себе, и соответственно, в других. И это очень хотелось ей, как сказать, ну, я не могу сказать, что этот человек как-то вот вообще думал о том, чтобы как-то помочь себе, думала о себе. Она никогда не думала о себе. Она всегда думала о других людях. У нее была, как будто бы она держала миллионы, сотни людей у себя в голове. Их чувства, их эмоции, их состояние постоянно, вот знаете, вот как будто бы вот, ну, я не знаю, это вот как вот, не знаю, как будто бы вот идет, мне такой приходит образ детский дом, да, и вот там вот для нее не существует, что вот это один ребенок, это там любимый, менее любимый. То есть как будто бы вот ты пытаешься объять вообще все, и тебе это позволяет объять не только широта твоего сердца, но и твой огромный стержень, твоя огромная сила. То есть у нее была огромная внутренняя сила, понимаете?
И вообще, как это такая неутомимость, я смотрю. Вот почему-то мне идет такая, знаете, как будто бы от одышки. Она была очень часто уставала, она была очень уставшей, но как будто бы эту усталость она всегда не замечала и забывала, когда она видела, когда кто-то страдает, когда кто-то мучается. Для нее все это не имело никакого значения, понимаете? У нее появлялись на это силы, заряд, когда она видела вот какие-то страдания или какую-то боль других людей. Причем что физическую, что моральную. Ну, то есть, знаете, такое состояние, вот когда человек обездоленный, как бы я не могу пройти мимо, потому что очень многие люди могут пожалеть, в голове про себя подумать, ну как же, да, но они пройдут мимо, продолжат дальше заниматься своей жизнью, да, то есть этот человек, почему, я же говорю, почему так? Потому что сразу же карта приходит, сейчас вот еще карта Луна приходит. Смотрите, вот на нее вот выходит, смотрите, какая комбинация. Тоже старший аркан Луна, император. Вот же говорю, вот это, кстати говоря, карта очень хорошо ее описывает. Хотя человек сам в душе достаточно такой, знаете, очень, как сказать, непростой. У нее самой в душе, я смотрю, были достаточно много разных эмоций. Но она настолько умела как бы закрывать в это двери, как будто бы, знаете, вот в мир выходить очень сильной, готовой стать ведущим таким плечом, человеком, который даст опору тем, кто не может эту опору иметь самостоятельно, понимаете? Для нее это было ее основным таким призванием, и она понимала, что ну а кто же это сделает, если не я? То есть я могу это, я это сделаю. Вот, поэтому внутри, возможно, даже у нее, если были какие-то состояния эмоциональные, непростые, о ее жизни, ее судьбе, или какие-то духовные, даже тут здесь духовные какие-то моменты идут еще, ее личные, то для людей, для всего мира это какая-то, знаете, непоколебимая твердость. Я же говорю, мне вот еще из своего собственного даже детства какие-то такие воспоминания приходят вот в селе или бабушке. У кого-то, может быть, кто смотрит расклад, сам скажет, вот у меня была такая бабушка, да, то есть ты когда посмотришь на ее жизнь, она непростая, ты понимаешь, что ей непросто, у нее там какие-то свои переживания, своя жизнь непростая, да, но она как будто бы все время выглядит как такой железная леди, такой непобежденной, да, непобедимой, такой очень сильной, понимаете, готовой дать такую опору. Знаете, вот здесь не зря император, вот именно на этой колоде, он такой, знаете, такая немножко божественная такая рука у него, понимаете? Такая вот рука света, помощи и, как сказать, поддержки тому человеку, которому сейчас некому помочь. Но это на самом деле очень сильная сторона, знаете, какая, что, во-первых, она никогда не могла пройти мимо тех или иных вещей. Вот, именно поэтому это имя знает весь мир. Вот. Если она, знаете, вот один человек мимо этого может пройти, а мимо этого не может пройти. Она не могла пройти вообще мимо ничего, понимаете? То есть ее мир, проблемы мира, ее, все, что в мире происходило, такое ощущение, что как будто бы это касается ее. Как будто бы, знаете, вот многие люди так живут, но вот этот есть мир там, он какой-то посторонний. Я просто здесь живу как бы своей жизнью, да. А вот просто я хочу вам пример принести, да. То есть как есть люди, которые живут, как будто бы они отдельно этого мира живут. Так вот, она жила, как будто это мир ее, проблемы ее. И если есть люди такие там с болезнями, с какими-то обездоленными, без, я не знаю, там сироты и так далее, то есть люди, от которых всех отвернулись, то она не понимала, как можно отвернуться. Боже, я сейчас на самом деле даже плакать начну, честно, я просто сейчас присоединилась к ее энергии, прикоснулась, как она с людьми там как-то общалась. То есть для нее это было все, у меня правда, у меня просто до слез, честно. Хорошо, что я сегодня не накрашенная, можно поплакать, кстати говоря. Я же говорю, настолько занятый график, что даже сегодня вот такая жара, во-первых, жара у нас по 36 градусов, и очень-очень тяжело. Вот ты не думаешь, не понимаешь, что одеть, не понимаешь, как бы, что на лицо вообще ничего не намазать. Очень-очень-очень жарко. И вот я же говорю, вот это, кстати, она все время, вот она была как бы в поте лица трудилась. Вот это, кстати, тоже сейчас я вам не зря сказала. Она трудилась в поте лица. И у меня просто сейчас до слез. Я же говорю, когда она видела какого-то человека, и когда это плохо, у нее самой могли наворачиваться слезы внутри, понимаете? Вот она все время, вот у нее прям вот здесь, вот я сейчас чувствую, прям заболела, прям, знаете, когда вот такое состояние, когда тебя что-то трогает, у тебя прям в сердце прям вот лопается все, и вот это прям слезы наворачиваются, понимаете? Вот это, именно это чувство, это неравнодушие к миру, понимаете? Она видела себя частью этого мира. Она не понимала, как можно видеть, как можно
То есть для нее это была не где-то какая-то посторонняя проблема, все какие-то сложности в мире, плохие какие-то вещи, тяжелые. Я же говорю, сироты, обездоленные, больные люди. Для нее это все было как бы часть ее, понимаете? Она это ощущала, эту боль, как будто бы как на себе. Боже, я вот, представляете, как я вот сейчас записываю? Я же говорю, вот она как переживала это сама через внутрь. Вот я же говорю, у меня прям одышка появляется, у меня прям в груди очень сильно болит. Слезы просто наворачиваются. Еще до начала расклада я думаю, как-то надо подальше от камеры сесть, потому что, похоже, я буду сегодня рыдать на раскладе. Бывает иногда такое, потому что такая вот энергия у героев, к которым я присоединяюсь. И снова, видите, помните, я вам показывала в начале, выходила карта сила. Не зря вышла именно эта колода, понимаете? Ее еще, знаете, такая очень сильная сторона, что она не будет ждать, что кто-то придет другой и решит какие-то проблемы, если она ее видит, понимаете? Она сама возьмет и будет пытаться что-то решать в силу своих, опять же, там знаний, способностей и так далее. То есть в стороне этот человек не мог остаться. И еще, знаете, кстати говоря, вот еще такой момент идет, то есть она могла привлекать других людей, то есть она, вот у нее еще был такой стержень, что она не ждала, что кто-то другой поможет или решит. Она сама могла пробивать дорогу, вот я смотрю, как-то или к кому-то там обращаться, или как-то в мир проявляться. То есть у нее было четкое понимание, что слабых людей или какие-то определенные слабые стороны общества, людей таких, это не то, что что-то, от чего мы должны там чураться или как-то мы должны от этого отталкиваться, как будто бы это не касается нас. Она видела это как часть нас, это наше все, одно большое сердце, мы одно большое пространство, понимаете? И вот она как бы пыталась соединить вот эти два мира, что ли, как объяснить? Мир успешных людей, мир людей, где все здоровы, счастливы и там идут каким-то своим, да, там, по жизни, и людям, которые не могут так жить. Она пыталась как будто бы через себя, она как будто бы была проводником этих двух миров. Я даже не могу это объяснить как-то правильно, знаете, вот правильно то, что я вижу, да, то, что вот именно на энергетическом плане я вижу, да, мне сложно это в слова обрести. Вообще про нее, вообще все, что я про нее вижу, мне вообще, в принципе, все про нее очень сложно слова обрести, потому что, знаете, человек проживал очень сильно много внутри. Мне буквально каждую минуту хочется заплакать, у меня прям слезы наворачиваются, я себя прям, знаете, как будто бы останавливаю. Некоторых людей, которых она могла видеть, или там каких-то, особенно дети, вот я смотрю, когда она дети, или какие-то женщины, или кто-то, кто не мог поправиться, то есть она могла прям с ними прям сидеть, я смотрю, так у кровати, и вот прям слезы у нее наворачивались, и вот это вот добро, она хотела вот это сопереживание, понимаете, я же говорю, вот очень много вокруг людей было, которые просто практически, вот, знаете, вот на грани жизни и смерти рядом с ней, она как будто бы вот так все время вот рукой прикасалась, и ей казалось, что она просто даже своим прикосновением, своим присутствием может как-то вот облегчить, что ли, боль человека, понимаете? Ей очень этого хотелось. Вот это ее сильная сторона, понимаете, невероятно сильная сторона. Если бы хотя бы на миллиметр каждый человек в нашем мире чувствовал такое сострадание и сопричастность к другим людям, сложно представить, каким чудесным мог бы быть этот мир, понимаете? Когда люди неравнодушны к тем, когда человеку больно, когда человек одинок, когда он растоптан, когда у него какие-то болезни, проблемы и так далее, понимаете? Я же говорю, то есть ее разрушения никогда не пугали. Она понимала, что если там есть проблема, значит, там нужна помощь, значит, там нужен свет, там нужна любовь, понимаете? Это ее очень сильная сторона. Знаете, даже как-то вот я не могу смотреть вперед, я когда делаю расклад, хотя у меня там шикарный вид на горы, я не могу смотреть в камеру, да, хочется как будто бы все время опускать глаза, знаете, вот я не могу все время опускать глаза. Я же говорю, потому что она не искала во внешнем мире какого-то подтверждения. Не было подтверждения, понимаете? Не было желания, вот еще колесо фортуны, конечно же, на нее старшие арканы, понимаете? Не было желания искать какое-то подтверждение внутри. У меня есть это, я держу это в себе, я работаю с тем, что я имею, понимаете? И это ноша, которую вот я ее несу, и вообще я смотрю, что она был такой человек, как будто бы не любила лишних слов, понимаете? Вот она любила дело, любила конкретику. Поэтому как ты глаза опускаешь, потому что ты настолько занят своими делами, у тебя то, и то, и то, и тот человек, и там, и что-то не в порядке, понимаете, и там что-то. Я же говорю, вы вспомните свою бабушку, которая там или в селе жила, то есть она очень тяжело работает, там рано встает, там это, вот она была таким человеком, понимаете, постоянным тружеником, вот. И она видела это все как ее задача, Вот. И еще, знаете, такой момент, как будто бы
Как будто бы вот ей очень хотелось, чтобы люди, у которых есть возможности, могли помочь там, где она не может помочь. И ее это очень, кстати говоря, очень это трогало. Это какая-то такая несправедливость. И в эти моменты, это для нее такие были темные моменты ее души, когда она не могла чем-то помочь или не могла как-то привлечь каких-то людей, у которых есть ресурсы, чтобы помочь. Потому что я же говорю, что такое какое-то ощущение, она всю жизнь чувствовала, ее очень сильная сторона, что она действительно понимала, что она пришла в этот мир, и ее как бы судьба, ее предназначение– это брать не для себя, а отдавать другим и служить другим людям, понимаете? То есть это была абсолютная судьба человека и ее сила, понимаете? Сила в том, что человек видел смысл своего существования, своей жизни, в служении, в дарении любви. И как будто бы, знаете, вот я же говорю, вот все время такое состояние, как будто хочется собрать всех охапку, понимаете? Вот какая-то вот у нее охапка это, понимаете, вот руки миллиметровые, километровые, то есть объять весь мир, объять всю планету, понимаете? И как бы вообще непонятно, а почему ее не объять, почему другие, почему у других такого нет, такого желания. Я же говорю, вот видите, объять. Вот просто вот охватить все вот этой любовью, вот этим вот светом. Еще, кстати, здесь, смотрите, выходит такой момент. Смотрите, здесь пятерка пентаклей и солнце. Я же говорю, вот мне сразу же идет ее сильная сторона, как бы она внутри там не переживала какие-то там моменты сложные, какие-то, может быть, у нее были слабости, ей было что-то сложно преодолевать, вообще по жизни идти ей было непросто. У нее были свои какие-то, знаете, вот моменты. Она себя сама, по сути, тоже так чувствовала. Очень часто таким человеком, как бы слабым, которому тоже нужна помощь. Но внутри это было, об этом как будто бы даже никто не мог даже догадаться. Она даже не хотела, чтобы это никто не видел. Она хотела, чтобы ее видели, и она себя несла в мир именно человеком, который несет свет, любовь и счастье, понимаете? Но это на самом деле, это не то, что, знаете, как это сильная сторона. Это вот какой-то, знаете, вот она как вот не зря ее причислили к лику святых, да, и у нее есть Нобелевская премия, потому что это вот как будто бы через нее, знаете, вот руками Бога, как ее руки, это как руки Бога, да, то есть которые могут объять все, которые могут отдать каждому, для которых нету человека такого, или какого-то, такого-то, не такого. Там, понимаете, вот все через любовь, через такое объятие. Знаете, такая невероятная энергия. Я же говорю, как будто бы настолько тяжело подбирать слова, поднимать глаза вообще, смотреть куда-то. Понимаете, вот такое ощущение, что вот я все время в одну точку, у тебя есть дело, ты сфокусирован на этом, понимаете, вот это ее, вот она все время как будто бы такие опущенные глаза. То есть абсолютное состояние такого, знаете, вот перед Господом, перед миром, перед какой-то божественной силой, какое-то такое ощущение, что я такая маленькая, да, и я пытаюсь, и как бы я что-то хочу сделать. Это какое-то состояние абсолютного, знаете, такого вот, я не знаю, очень сложно говорить, понимаете, потому что вот такое ощущение, что человек гораздо для него было важнее, для нее было, для этого человека гораздо важнее были действия, проявления, конкретные какие-то шаги, чем вот это вот ла-ла-ла рассказывать, понимаете? Снова выходит эта карта, понимаете? Потому что для нее было гораздо важнее принести свет, гармонию, любовь там, где ее нету. Давайте еще посмотрим, какие ее сильные стороны. Слушайте, очень интересно, к ней никогда не подключалась, и такая энергия. Очень много слез. Вокруг я слышу очень много слез. Прям крики даже, крики боли. Эм, И как будто бы ее это не смущало, ее никогда это не раздражало, никогда это ее не злило. У нее или могли наворачиваться слезы, или просто такой абсолютно железный такой стержень, железная такая рука внутри. Десятка пентаклей. Я же говорю, то есть всегда была какая-то такая твердость, устойчивость, какая бы ситуация ни возникала, понимаете? Потому что я смотрю, вот было много разных моментов, она даже сама иногда не понимала, так поступить или так. Какой-то выбор был у нее, понимаете, именно вот, как сказать, даже, знаете, вот еще такой момент, я же говорю, что вот не зря здесь выходит десятка пентаклей, и здесь двойка жезлов, ей бы очень хотелось, чтобы какие-то мировые силы, глобальные силы, какие-то важные люди, то есть она пыталась их привлекать, понимаете, вот у нее внутри был всегда на это запрос, как будто бы она чувствовала и видела, что, ну, чем я могу помочь, то есть у нее было все время ощущение, что как бы больше людей должно помогать как-то, э, не знаю, как это сказать,
какое-то, ну не слово пожертвование, а как-то вкладываться, что ли, в общую проблему мира, что ли. Вот какие-то такие вот слова идут, понимаете, что неужели вы не видите, что происходит? Неужели вам это незаметно? Вот посмотрите, понимаете? Как можно оставаться к этому равнодушным? Как можно пройти мимо? Как можно ничего не сделать для этого? Понимаете, вот у нее такие были внутри с собой разговоры. Очень, очень мне тяжело дышать, потому что я сейчас, когда к ней подключаюсь, потому что у человека только это было в мире, у меня просто плач, у меня крики здесь в ушах прям, я не могу даже, мне очень больно это слышать, потому что всю боль и все, что было вокруг, она это слышала, пропускала через себя, вот. Ладно, давайте дальше. А то я сейчас, если погружусь очень сильно, сейчас будем рыдать. Девочки, дальше поехали. Мать Тереза, какие еще сильные стороны этой невероятной женщины. Интересно, снова я перемешала, снова выходит карта восьмерка кубков. Причем, что я ее, ну, она все время не выходила, но я о чем-то другом говорила, я ее пропускала, она все-таки третий раз уже выходит. Восьмерка кубков. Это вот ее сильная сторона, которая говорит о том, что она, как сказать, вот есть такой, знаете, вот момент, что есть люди, которые, как сказать, вот они, когда что-то уже как бы чувствуют, что что-то не ладится или как-то сложности какие-то, они могут уйти, как-то сдаться, как-то бросить эту ситуацию. То есть она, какая бы ни была ситуация или человек, или там судьба, или как-то еще что-то рядом с ней разворачивалось бы, что-то априори ей казалось, что это невозможно человеку помочь, например, да, то есть она никогда не отвернется, понимаете? То есть она скорее наоборот еще больше будет пытаться что-то, как сказать, вот это интересно такое, тут просто на обгон пошла машина, я просто офигела перед поворотом на такой скорости. И это, кстати, тоже сейчас относится к этой именно теме расклада, что для нее было непонятно, как можно вот это вот разогнаться, пройти мимо, понимаете, когда вот и уйти от чего-то, знаете, если есть такая объективно какая-то проблема, да, то есть как для нее непостижимо, вот это ее сила, понимаете, она через свою судьбу, своим таким поведением, сколько миллиардам людей, в итоге через свою судьбу она показала такие удивительные, скажем так, качества, милосердие, насколько душа может быть и должна быть большой и открытой ко всему миру, понимаете, не каким-то отдельным людям, не которые только близки тебе. То знаете, вот ее еще сильная сторона, что как ты можешь вообще оставить какие-то проблемы, беды других людей, которые, может быть, даже тебе не близки, но как ты можешь остаться равнодушным, понимаете, вот как ты можешь дальше с этим жить? Вот как можно дальше с этим жить? Как можно свои блага, свои цели ставить приоритет, понимаете? Вот это для нее было непонятно, и она с этим, знаете, как будто бы все время боролась. Я смотрю, вот какие-то были все время или разговоры, или с какими-то людьми высокопоставленными, власть имущими, были какие-то такие разговоры, или были какие-то такие попытки влияний. Потому что, я же говорю, что вот у нее настолько ей было тяжело и больно смотреть на то, как мир устроен, как мир отворачивается, закрывается от людей, которым нужна помощь. Вот. Ну, в общем, говорю я, похоже, об одном и том же, да? И вы знаете, еще такой следующий момент выходит здесь, туз жезлов, он о том, что как будто бы, знаете, вот она просыпалась и каждый день с новой силой. Вот у нее все время это как человек, который неустанный. Я же говорю, вот это мне не зря приходила бабушка из деревни, такой неустанный труд. Вот я и тружусь, и тружусь. И мне, кстати, на этом раскладе мне прям очень тяжело вот так как-то улыбаться. То есть у нее какая-то, если улыбка и была, то она какая-то вот она из сердца такая улыбка. Это не какая-то улыбка или какая-то смех такой какой-то, знаете, вот от ума или с поверхности. Это какая-то улыбка, если она шла, то она из сердца. То есть вот все как будто бы было из какого-то чистейшего такого порыва, как будто бы вот не зря именно мать Тереза, понимаете, потому что это правда, это очень какая-то материнская, как бабушка такая, знаете, продвинутая мама такая, знаете, вот такая бабушка, которая вот просто вот она прям просто вот окутывает, вот такая вот такие чувства идут. И это не устанно, это каждый день. Ты просыпаешься, ты думаешь, сегодня будет не так, нет, завтра опять у нее будет такая же сила, такая же любовь, такая же энергия, такая же неустанность, понимаете? И она, кстати, могла быть немножко жестковатой в этом, потому что ей очень хотелось помочь. У нее был такой стержень внутри, понимаете? Я же говорю, вот как мне идет такие бабушки советской закалки, такой поствоенной нашей, да, та энергия, которая нам знакома.
что нету какой-то жалости себе или какой-то возможности даже идеи пожаловаться, потому что ты устала, или тебе что-то там как-то не так, понимаете? То есть это абсолютное такое вот состояние постоянной такой неусталой работы, труда, потому что ты же видишь, ну сколько вокруг, понимаете, вот боли и страдания. Ну как можно вообще оставаться в стороне себе? Вот, кстати, вот карта Маг именно эта колоде очень хорошо вот показывает ее. Видите, сколько старших арканов на нее выходило? И колесо фортуны, и маг, и император. Э, Очень еще, знаете, такой интересный момент. Вот мне идет сейчас через карту маг про нее. Она как будто бы, знаете, могла каждому человеку найти какое-то определенное слово или какой-то подход. То есть вот в этом была ее магия общения с людьми, соприкосновения с людьми, потому что каждый человек как будто бы рядом с ней мог почувствовать через нее. Знаете, вот она кому-то могла прикоснуться, кому-то просто в глаза посмотреть, кому-то чем-то помочь, а с кем-то она даже могла быть такой, знаете, немножко такой строгой, что ли, вот такая строгость какая-то идет. То есть у нее были разные такие энергии, она понимала, когда с кем, какую вот эту, вот, знаете, такую проявить, какое чувство, понимаете, вот такая вот какая-то магия сердца у нее была. Но все время карта мир выходит, понимаете, не зря этот человек всемирно известен, не зря этот человек как будто бы весь мир объединил и показал, что такое любовь. Очень, видите, как я прям вздыхаю. Все время вот это, у нее это вообще все время вот было на грани вот этой боли внутри. Она все время, вокруг нее было очень много боли и страданий, она все время его пропускала себя. А знаете, она не пропускала себя, она его делила с теми людьми, кто страдает, понимаете? Она это делила. Это очень важное, очень правильное слово, понимаете? Вот всю ту боль, все разрушения, которые были, она делила их с теми людьми, переживала их совместно, как будто бы, понимаете? Поэтому же говорю, мне каждую секунду как будто бы хочется заплакать. Опять десятка мечей выходит. Я же говорю, потому что я об этом сейчас думаю, я прям это чувствую, понимаете? Прям вот такое состояние, здесь ком в горле, здесь прям болит, и вот ком в горле, как будто бы ты вот сейчас чуть-чуть еще и заплачешь, понимаете? Вот такое вот у нее было всегда. То есть она делила с людьми их состояние, их проблемы, и они не хотела, чтобы они оставались одни. Вот. И это был, кстати говоря, через это ее собственный разговор с Богом, понимаете, который у нее тоже шел всю жизнь. Такой какой-то поиск, такой какой-то, знаете, вот поиск пути, поиск каких-то ответов у нее тоже шел через это. То есть ее душа тоже через это, через эту деятельность, через эту работу, через посвящение себя, ее душа так шла к истине, понимаете, к своей. Девочки, очень интересный расклад, на котором мне просто максимально сложно говорить. Бывают разные герои, бывают разные энергии, к которым я подключаюсь, но эта энергия, когда я даже не могу поднять глаза, я не могу посмотреть вокруг, вот как будто бы я смотрю вот это в одну точку, тебя. Почему так это происходит? Потому что вот есть какая-то энергия, есть какая-то эмоция, которую ты вообще не можешь на это все отвлекаться. Это все такие, вот понимаете, это как будто бы все, это все даже вот не существует. Как может это существовать, когда есть здесь проблема, конкретная боль, которой ты нужен сейчас здесь, понимаете? Вот такая вот энергия идет, девочки. Очень интересная энергия. Ну вот карта звезда, я думаю, еще и карта, конечно же, идет влюбленная, да. Думаю, что же еще здесь может прийти на нее, понимаете? Нет, здесь не влюбленная, здесь двойка кубков, простите. Я же говорю, я даже на карты не могу смотреть, я одним глазом взглянула. Вот карта звезда и влюбленная. Ее известность, понимаете, ее тем, что она стала таким человеком, которым узнал весь мир, это все благодаря тому, насколько она умела. Я же говорю, вот она делила. Вот эта карта, кстати говоря, двойка кубков на этой колоде очень хорошо показывает. Она никогда не ставила себя выше, ниже. Она всегда с тем человеком, который испытывает страдания, она всегда как будто бы была наравне. Я же говорю, то есть это мы делим с тобой, не я тебе помогаю, а я делю с тобой твою боль. Вот это была, кстати, ее позиция. Это очень важно, потому что когда вроде как я тебе помогаю, то вроде как свысока. Нет, я с тобой, и я делю с тобой это состояние и боль. Понимаете, именно это принесло ей, скажем так, ну, слово известность, популярность, мне это все не подходит. Именно это сделало ее уникальным человеком, о котором знают все. Понимаете? Вот. Поэтому вот именно мать Тереза, понимаете? Потому что
ее энергия, я же говорю, она была как бабушкина такая материнская энергия, императрица. Энергия такой всеобъемлющей, помогающей любви, которая может быть такой иногда немножко жесткой, иногда такой, знаете, может быть такой суровой, но это все равно любовь, понимаете? Вот такой интересный сегодня расклад, девочки. Не знаю, добавить нечего. Я вообще без слов. У меня надо выходить из этой энергии, потому что я подключилась, я просто чувствую всю эту боль, которая, знаете, она вот всю жизнь как будто бы через себя пропускала, фильтровала эту боль, и вокруг нее она была просто в каком-то неограниченном, бесконечном количестве. Не зря у нее есть Нобелевская премия, она газировала, потому что выдерживая такое количество боли, слез, страданий вокруг себя ежеминутно, ежедневно, это нужно быть человеком невероятной силы, невероятной стойкости, невероятной веры. Вот. Но, видите, это ее судьба, это ее путь, и она родилась для этого, у нее были для этого силы, и она стала, понимаете, таким вот в миллионах людей, в судьбе миллионов людей очень-очень-очень значимой фигурой. Вот. Показав пример милосердия, доброты и отсутствия, как бы, знаете, такого вот именно равнодушия. Вот. Ну что, дорогие мои друзья, такой был сегодня расклад. Мать Тереза у нас была сегодня на раскладе. Пишите, что вам срезонировало. Жду вас в комментариях. Напишите, пожалуйста, кого бы еще хотели увидеть на раскладах у меня. Вот. Пока у нас лето, жара, я продолжаю делать расклады. И, кстати говоря, вот у меня сегодня лаванда здесь. Так пахнет. Вот, кстати, она была такая, знаете, очень такая природная. У нас была такая связь с природой очень сильная. Ей это очень помогало. Вот. Жду вас в комментариях. Пишите, кого бы вы хотели увидеть в моих следующих героях. У меня есть основной канал Ева Оракул Таро. Подписывайтесь. Ссылочки будут или здесь, или в описании. Но мы с вами увидимся снова. Пока.